Приветствую всех, друзья, с вами на связи таролог Алехандро, мира вам и вашему миру. И сегодня мы с вами погадаем на картах Таро, посмотрим послание высших сил на судьбу, на ближайшее будущее, о чем вам важно знать сегодня, сейчас, в эту минуту, ну и может быть это на ситуацию, может быть на обстоятельства какие-то, да, на отношения, здоровье, на любую сферу жизни вы получите, ну, таких, давайте, несколько месседжей. Сколько их будет, не могу пока сказать, вот как пойдет как пойдет, да. Давайте несколько карт выложим и посмотрим, как пойдут потоки Таро, да, или как пойдет информация от Таро. Ну вот 5 месседжей пока, а там будем смотреть. Будет больше, хорошо, будет меньше, значит, будет столько, сколько нужно. Ничего лишнего. Смотрите, вам высшие силы говорят, что вы вот на раздорожье, да, и вам важно определиться, вам важно сделать выбор, и скорее всего, вам, нужно выбирать что-то хорошее, или из чего-то хорошего, или делать хороший выбор. И вот ткань можно выбирать качественную, а человека нужно выбирать открытого, откровенного, чистого или честного. Вот такой здесь месседж идет. Давайте посмотрим, какой выбор вам нужно сделать в своей жизни, да, вот что подсказывают высшие силы. Ну, вам нужно выбрать мужчину, нужно выбрать должность, нужно выбрать источник дохода, и, может быть, нужно выбрать способ исцеления. Это телец. Телец часто об исцелении. Значит, вам нужно выбирать в должности, в работе, в мужчине и способе заработка денег, бизнесе и исцеления. Ну, давайте посмотрим здесь ближе, к чему это идет, да. Но здесь больше мужчина, работа, самореализация, хотя здоровье тут тоже касается, поэтому все-таки вот на что обратить внимание? Первое, на работу и деньги. Вот как вы зарабатываете, на это надо обратить внимание. И нужно выбрать, каким путем вы будете зарабатывать. Да? А нужно определиться с мужчиной, именно вот здесь с мужем. Здесь муж. Это карта мужа. Ну и, возможно, нужно сделать выбор, работать ли в данном направлении. Вот такие вот месседжи идут вам пока по первой карте. Но больше это выбор, связанный с мужчиной, с кармой и с работой. Выбор у вас этот нелегкий. То есть вам тяжело сделать этот выбор, но, возможно, если вы его сделаете, то ваша судьба пойдет по более легкому сценарию. Да? То есть вам станет легче, если вы этот выбор сделаете. Но выбор должен быть неторопливый, не скоропостижный, как говорится, да, а не скоропалительный. Не скорый выбор, да, не быстрый. Нужно хорошо все взвесить и, может быть, обсудить. И выбор должен быть такой, знаете, не то что взвешенный, а справедливый. Ну и, во-первых, если вы сделаете этот выбор, вам действительно станет легче, хотя вам сделать этот выбор нелегко. И выбор может быть связан с отношениями, вот с мужчиной, может быть, не только с отношениями, но и уйти или остаться на том месте работы. И, может быть, продолжать ли
заниматься тем делом, которым вы занялись. Ну, по здоровью тоже это может быть и операция какая-то, да, и по здоровью излечение, лечение, да, вот тоже это вам принесет какое-то облегчение. Представьте себе, что у вас есть каких-то 3 варианта выбора. Ну вот, первый вариант выбора, он такой, второй вариант выбора, он такой, ну и третий, да. 1, 2, 3. Какой приоритетный, какой наименее приоритетный? Наиболее, наименее приоритетный. Наиболее приоритетный второй, а первый и третий, они приблизительно равны. Ну, если так взять, то можно сказать, что второй выгодный, а первый и третий наименее выгодные. Месседж номер 2 или послание высших сил номер 2 касается отпускания или прекращения, или закрытия гештальта, или похорон. Да? То есть что-то должно уйти из вашей жизни. Ну и может быть закрыт какой-то процесс. Да? В общем, нужно что-то закрыть, прекратить, закрыть гештальт и избавиться от чего-то, да, или с кем-то попрощаться, да, вот тоже такое может быть. Где-то созвучно первому, да, вот в отношениях особенно. Давайте посмотрим, что нужно хоронить. Если вы все время просите, то нужно начинать давать. А если вы всегда даете, нужно понимать, а что вы берете при этом. Да? Дальше. Может быть, нужно избавиться от обстоятельств, может быть, от отношений, может быть, от крадника. Это если вы все время теряете, да. Тут вор, воровство. То есть нужно избавиться от человека, от обстоятельств или от крадника, ну и от того, что приводит вас к потерям постоянным каким-то, да. Может быть, нужно разорвать отношения с человеком, который постоянно берет. Или постоянно заставляет вас взять, наоборот. Да, тоже так бывает. Ну и смотрите, Солнце здесь. Просто высшие силы вам спешат сообщить. Как только вы поймете, сколько вы можете дать и сколько вы можете взять, без потери и ущерба для себя, в вашей жизни станет больше радости, счастья, здоровья, успеха и в том числе денег. Возможно, нужно проверить себя на крадник, если вдруг вы постоянно теряете. Ну и, возможно, нужно поработать с финансовым каналом своим, в том числе и в диагностическом аспекте, то есть проверить, ну, в каком состоянии находится ваш финансовый канал. Потому что здесь течение денег, здесь убытки, а здесь прояснение. И этот вопрос уже должен был быть у вас закрыт давным-давно. Ну, такой вот месседж. Ну и смотрите, ваш финансовый поток должен быть открытым. Но он должен быть открытым для того, чтобы текли деньги, а не для того, чтобы о нем знали те люди, которые могут воспользоваться этим финансовым потоком. То есть будьте осторожны. Ну, с ценностями какими-то, да, вот так. Ну или с самым дорогим, что у вас есть. Месседж номер 3. Ну, смотрите, месседж номер 3, он об болезнях каких-то, да, заболеваниях, но может быть о какой-то проблеме постоянной, да. Давайте посмотрим, на что стоит обратить внимание, на какие болезни может быть, да. А вот первая болезнь – это отношения в семье с близкими людьми, ну, то есть на проблемы с близкими людьми. А ощущаете ли вы себя счастливым человеком или вы чувствуете себя совершенно несчастным постоянно? Ну и третья, действительно, болезнь, но она здесь не только физическая, но и духовная, да? То есть нет ли у вас физических болезней и болезни духа, то есть нужно проверять и физическое здоровье, там, сдать анализы, и, ну, может быть,
проверить себя на какой-то негатив, да. Но и моменты с финансовым каналом в вашей жизни нужно, прояснять. Давайте быстренько сделаем такой как бы экспресс-диагностику. На что обратить внимание именно в здоровье? То есть какие органы или, может быть, какие физические отклонения, да, на физическом уровне требуют особого внимания. 3 аспекта посмотрим. 3 аспекта. Такая как коротенькая диагностика здоровья и негативных влияний. Да. Первое. На суставы, особенно пальцев рук. То есть, вообще это в общем суставы. Да. Ревматизм. Второе, на когнитивные функции, и в том числе так, как вы думаете, да, на позитивное мышление, негативное мышление. Вообще это голова, мозг. Да. И третье, стоит обратить внимание на то, что съедает вас изнутри. Вообще выпадает онкология, то есть, может быть, нужно сдать анализы на всякий случай, если беспокоитесь, как предупреждение высших сил. Но вообще рак, онкология – это больше какой-то негатив, который съедает вас изнутри. А какой он, это не обязательно вот именно здоровье, да, а именно, может быть, какая-то беспокоящая мысль, чувство вины и что угодно, да, то есть тоже в этот аспект. И сама рак и онкология желательно проверить. Кстати, свеча очень сильно задымила, когда досталась. Извлеклась эта карта. Вот такой вот месседж. Следующий месседж, да, о чем хотят сказать высшие силы. Смотрите, вам или идет подарок, или что-то подарили. Да? Подарунки якісь, да, йдуть. І це добре, да? Так. На свечу на это самое настраивается, да? Фокус камеры настраивается на свечу. Хорошо, давайте посмотрим. Давайте посмотрим, что за подарок. Хороший, плохой подарок, да? Хорошая карта или плохая? Возможно, в вашу жизнь войдет подарок в отношениях. Возможно, мужчина любимый вам сделает подарок. Или близкий человек, особенно если он мужчина, скорпион, рак или рыба. Какой-то подарок в отношениях идет вам. Дальше. Здесь он как бы может быть прийти внезапно, но вас, скорее всего, он не сколько внезапно придет, сколько этот подарок вас беспокоит. Может быть, это ваш сын, мальчик. Может быть, что-то у вас между мужчинами есть, какое-то напряженное состояние. И вот смотрите, у вашего мужчины, который питает к вам чувства, или о котором вы заботитесь, или который переживает за вас, у этого мужчины, может быть, это сын, или муж, или любовник, неважно, больше такой муж-сын здесь, будет все хорошо на работе, в самореализации и в том способе заработка денег и его саморазвития, к которому он стремится. То есть хороший месседж. То есть прилагая усилия, тот мужчина, который чего-то хочет добиться хорошего, он добьется. Это ваши страхи, вы боитесь за него, вы переживаете. Да? Хотя, может быть, и ситуация сейчас тупиковая. Но будет какой-то шанс, будет какая-то помощь. Может быть, высшие силы помогут. Может быть, посторонние люди помогут. Но как минимум здесь будет не один шанс. Почему? Потому что пажата у нас 2. Соответственно, будет еще пару вариантов, где у вашего мужчины, несмотря на то, что сейчас может быть какая-то ситуация достаточно плохая, в работе, в деньгах, в самореализации, может быть и в отношениях, большая работа, самореализация здесь, появятся шансы, и он как бы отыграется, да, если у него сейчас все плохо. Да, и вот он, шанс все-таки, то есть будет запасной вариант у этого человека, у этого мужчины. Если смотрит женщина одинокая, которая ищет себе партнера, мужчину, да, то у нее будет еще один шанс. Если смотрит женщина, которая хочет, например, завести детей, да, то, возможно, будут дети, и может быть не один, если физиология и возраст и все остальное, энергия позволяет. И месседж номер 6.
Кто-то к вам питает чувства какие-то, да? Давайте посмотрим, кто питает к вам чувства. Да кто угодно. Как минимум какая-то энергия или дух истосковался по вам. Давайте скажем, к вам питает чувство какой-то дурак. Да? То есть человек, которому нечего терять, человек, у которого ничего нет, но при этом у него все есть. Или человек, который в вас духа или души не чает. Давайте, здесь может быть такое, кто угодно. Настройтесь на свою личную жизнь и подумайте, кто буквально окрылен вами, кто не чает в вас души. И смотрите, этот человек, возможно, считает вас самым дорогим на свете. Вы ему, этому человеку, очень дороги. Давайте спросим, кто этот человек? Это может быть и мужчина, и женщина, так, как я и сказал, як я и казав, як кажуть. Так, как я и говорил, да, здесь есть женщина, да, а сзади мужчина, то есть, да, неважно, какого пола этот человек, мужчина он или женщина, кто-то питает к вам чувства, и он как бы направляет к вам эти чувства. А чем же вы его так зацепили, этого человека? А любит он вас, он влюбился в вас? Давайте спросим, давно влюбился или недавно? Не имеет значения, это абстрактная карта, но, возможно, это человек, с которым вы имеете что-то общее, возможно, даже детей, да, вот так. И этот человек из прошлого, возможно, из вашего детства, и, возможно, это тот человек, который уже когда-то ухаживал за вами, делал вам знаки или ваш тайный поклонник. Давайте хоть одну подсказку, как вы его можете узнать, на кого он похож или с чем он связан. Давайте так скажем, этот человек, возможно, не бедный, возможно, это женщина или, если это мужчина, он может быть и земной стихии. Возможно, он не беден, и этот человек умеет считать деньги и знает, что вы знаете цену деньгам, вы хороший хозяин или хозяйка, и мечтает о том, что у вас все будет хорошо. Мира вам и вашим мирам, берегите себя, любите себя и миры, которые окружают вас. А какие расклады, на какие темы вы хотите посмотреть в ближайшем будущем, пишите в комментарии. Услышимся. Всего хорошего. Пока-пока.